провинции Зинджан на северо-западе Ирана, вблизи деревни Хамзихлу, находится соляной рудник Чехрабад, один из старейших действующих солевых разработок страны. Рудник расположен в соляном куполе, геологической структуре, где залежи каменной соли уходят на сотни метров вглубь земли. Соляные купола Ирана формировались миллионы лет назад, когда древние моря испарялись и оставляли мощные пласты каменной соли. Добыча соли в этом районе велась по меньшей мере с эпохи ахеменидов. Соль была стратегическим ресурсом и предметом торговли по всему Ближнему Востоку. Шахтеры на протяжении тысячелетий прорубали в соляной толще тоннели и камеры, работая при свете масляных ламп в кромешной темноте. Работа в соляном руднике была чрезвычайно опасна. Своды из прессованной соли могли обрушиться без предупреждения, погребая шахтеров заживо. Именно такой обвал стал причиной гибели людей, тела которых соль сохранила на протяжении столетий, словно природный саркофаг. Соль в руднике Чехрабад обладала исключительными консервирующими свойствами: низкая влажность, стабильная температура и полное отсутствие бактерий, разлагающих органику. Рудник Чехрабад разрабатывается и сегодня. Современные шахтеры работают рядом с теми же пластами соли, где тысячелетия назад погибли их предшественники. Соль добывается здесь промышленным способом с начала 20 века, однако механизированная добыча резко изменила характер работ и темп продвижения вглубь горы. Именно ускорение темпов добычи в 90-е годы привело к тому, что шахтеры стали натыкаться на артефакты и останки, скрытые в соляной толще. До 1993 года никто в научном мире не подозревал, что рудник Чехрабад хранит в себе одно из самых поразительных антропологических открытий 20 века. 1 июля 1993 года рабочие рудника обнаружили в стене выработки нечто необычное. Из соли торчала человеческая рука. Рука была покрыта кожей. На пальцах сохранились ногти, несмотря на то, что пролежала в соляном массиве более 1500 лет. На запястье руки был надет браслет, свитый из тонкой золотой проволоки, украшение, свидетельствующее о том, что погибший был не беднейшим из шахтеров. Работы немедленно остановили. Руководство рудника связалось с властями провинции Зинджан, а те – с иранскими археологами. Прибывшие специалисты начали аккуратно расчищать соль вокруг находки и обнаружили, что за рукой скрывается целое тело. Извлечение тела из соляного монолита потребовало нескольких дней работы. Соль спекалась вокруг тела, превратившись в плотную горную породу. Находку сразу же окрестили «соленым человеком» – намак март на фарси, и это прозвище стало официальным научным термином. Он стал первым из 6 соленых людей, которых рудник Чехрабад отдаст ученым за следующие 17 лет. Первый соленый человек сохранился не полностью. В соляном массиве уцелела левая нога в сапоге, левая рука с украшением и часть туловища. Голова была сохранена почти полностью. Лицо, волосы, борода – все это дошло до наших дней в поразительно хорошем состоянии. Волосы первого соленого человека белые с серебристым оттенком, длиной около 28 сантиметров, волнистые. Этот цвет волос мог означать, что на момент гибели мужчина был уже не молод, предположительно около 35-40 лет. Борода первого соленого человека сохранилась в том виде, в котором была пострижена при жизни, аккуратно, с явным вниманием к внешнему облику. Рост первого соленого человека составлял приблизительно 170 сантиметров, около среднего для мужчины эпохи сасанидов. На левом ухе у него была вдета золотая серьга, тонкое кольцо из золотой проволоки диаметром около 2 сантиметров. В эпоху сасанидов золотые серьги носили и мужчины. Это была распространенная традиция, отраженная в рельефах и миниатюрах того времени. Левая нога сохранилась вместе с кожаным сапогом, который не только не сгнил, но и удержал форму стопы и голени. Сапог сшит из кожи крупного рогатого скота. Швы выполнены сухожильной нитью с шагом около 4 мм, признак профессиональной обувной работы. Внутри сапога, между ногой и кожей, лежал шерстяной носок, грубой вязки, из шерсти овцы, предположительно местного производства. Шерстяной носок дошел до нас в целости. Петли вязки сохранили форму, и специалисты смогли определить технику плетения и происхождение волокна. В руке или рядом с телом был обнаружен железный нож в ножнах.
длина клинка около 23 сантиметров. Форма соответствует рабочему инструменту, а не боевому оружию. Лезвие ножа сохранило форму и следы заточки. Его точили неоднократно, стачивая металл, что свидетельствует о длительном использовании инструмента. Ножны изготовлены из кожи и сохранили конструктивные детали: ремешок для крепления к поясу и усиливающую обмотку у устья. Сохранность инструментов и одежды первого соленого человека превзошла все ожидания. Ученые имели дело с предметами, которые в обычных условиях истлели бы без следа за несколько десятилетий. Кожа тела первого соленого человека приобрела характерный для соляных мумий коричневато-желтый цвет и сморщилась, но при этом оставалась механически прочной. Ногти на сохранившейся левой руке не были обломаны или изуродованы, хотя тяжелый физический труд, как правило, приводил к повреждению ногтей у шахтеров. Анализ костей руки показал хорошо развитую мускулатуру, признак многолетнего тяжелого физического труда. Степень износа суставов позволила антропологам определить, что мужчина занимался тяжелым трудом с молодых лет. Радиоуглеродный анализ образцов ткани и кожи первого соленого человека датировал его гибель приблизительно IV-V веком нашей эры, эпохой Сасанидской империи. Это означает, что первый соленый человек пролежал в соляном массиве от 1,5 до 18 сотен лет до момента обнаружения. Сасанидская эпоха в Иране – это III-VII века нашей эры, период одного из величайших иранских царств, простиравшегося от Месопотамии до Центральной Азии. В этот период в Иране существовали развитая металлургия, торговля, администрация и система налогообложения, включавшая налог на соль. Шахтеры, добывавшие соль в Чехрабаде в эту эпоху, работали в условиях, которые почти не изменились со времен первых горнодобытчиков. Орудия труда того времени – кирки, молоты и долота из железа – позволяли продвигаться вглубь горы, но не защищали от обвалов. Свет в шахте обеспечивали масляные лампы, небольшие глиняные сосуды с фитилем, дававшие слабый мерцающий свет в тесных тоннелях. Когда потолок шахты рухнул, у первого соленого человека не было никаких шансов спастись. Соляная порода обрушилась мгновенно. Судмедэксперты обнаружили на сохранившихся костях следы травм, совместимых с ударом тяжелого каменного блока сверху. Тело не было извлечено, а товарищи, по всей видимости, не имели возможности добраться до погибшего под завалом. Соль немедленно начала свою консервирующую работу. Поглощая влагу из тканей тела, она остановила процесс разложения. Процесс солевой мумификации принципиально отличается от намеренного бальзамирования в Древнем Египте. Здесь не было ни хирургического вмешательства, ни применения химических веществ. Результат, однако, оказался сопоставимым. Соль сохранила мягкие ткани, волосы и органические материалы одежды не хуже египетских бальзамировщиков. Содержимое желудка первого соленого человека было частично сохранено солью. Анализ выявил остатки злаков и лука, его последний прием пищи. Злаки и лук были основой рациона простых людей в сасанидском Иране. Дешевая питательная еда, доступная даже небогатым работникам. Этот небольшой факт, что именно человек съел за несколько часов до смерти, делает соленого человека удивительно близким к нам, несмотря на 1500 лет разницы. Хлорид натрия, обычная поваренная соль, является одним из самых эффективных природных консервантов, известных человечеству. Соль убивает бактерии и грибки путем осмоса. Создавая высококонцентрированную среду снаружи микроорганизмов, она вытягивает из них воду, разрушая клетки. Для сохранения органических тканей принципиально важно, чтобы процесс обезвоживания происходил быстро, до того, как бактерии начнут разложение. В руднике Чехрабад тело погребенного шахтера оказалось буквально замуровано в соляном монолите, что обеспечивало непрерывный контакт соли с тканями со всех сторон. Температура внутри рудника на глубине нескольких десятков метров остается стабильной круглый год – около 14-16 градусов Цельсия. Отсутствие температурных колебаний – один из ключевых факторов сохранности. Именно перепады температуры разрушают органические материалы. Влажность воздуха в глубоких тоннелях рудника также была исключительно низкой. Соль поглощала любую атмосферную влагу, прежде чем она могла достичь тел. Полная темнота внутри рудника исключала воздействие ультрафиолетового излучения, которое разрушает органические молекулы.
Совокупность этих факторов – соль, стабильная температура, низкая влажность и отсутствие света – создала идеальные условия, воспроизвести которые в музейной среде крайне сложно. Похожие условия и похожие результаты обнаружены в соляных рудниках австрийского Гальштата, где также были найдены тела древних шахтеров. Гальштатские находки датируются бронзовым и железным веком и являются единственными европейскими аналогами иранских соленых людей. Однако в Гальштате не было обнаружено ничего сопоставимого с золотыми украшениями иранских соленых людей. Это делает чехрабадские находки уникальными. Соляная мумификация – редкое природное явление. Для ее возникновения необходимо точное совпадение геологических, климатических и случайных обстоятельств. Рудник Чехрабад оказался местом, где эти условия совпали не один и не два, а как минимум 6 раз на протяжении более чем 2000 лет истории горнодобычи. После извлечения из соляного массива тело начинает разрушаться значительно быстрее, чем в обычных условиях. Клетки, законсервированные солью, при попадании влаги быстро деградируют. Поэтому сразу после извлечения первого соленого человека встал вопрос о его немедленной консервации и транспортировке в музейные условия. Тело было помещено в специальный контейнер с контролируемой влажностью и температурой для транспортировки в Тегеран. Транспортировка заняла несколько часов, и за все это время специалисты непрерывно контролировали условия хранения внутри контейнера. В Национальном музее Ирана в Тегеране для первого соленого человека был подготовлен специальный витринный модуль с регулируемым климатом. Условия хранения имитируют параметры рудника: низкая влажность, стабильная температура, защита от прямого света. Изучение первого соленого человека привлекло специалистов сразу нескольких дисциплин – антропологов, генетиков, судебно-медицинских экспертов, текстильщиков и металловедов. Антропологи провели детальное измерение костей для определения возраста, пола, роста и физических характеристик первого соленого человека. Анализ степени стирания зубной эмали и сращивания костных эпифизов позволил подтвердить возраст в диапазоне 35–40 лет. ДНК была извлечена из образцов мягких тканей и костного мозга. Качество генетического материала оказалось удовлетворительным, несмотря на возраст образцов. Генетический анализ подтвердил, что первый соленый человек принадлежал к населению Иранского Нагорья и не имел близкородственных связей с другими солеными людьми рудника. Компьютерная томография позволила исследовать внутреннее строение тела, не разрушая его. Ученые увидели сохранившиеся внутренние органы и кости в их естественном положении. Компьютерные томограммы показали, что легкие и часть кишечника первого соленого человека сохранились в уплощенном, но различимом состоянии. Анализ костной структуры выявил следы заживших переломов на нескольких ребрах, свидетельство как минимум одной серьезной травмы в прошлом, после которой мужчина выжил. Это говорит о том, что первый соленый человек пережил опасное происшествие в шахте, возможно, небольшой обвал, и продолжил работать. Анализ изотопного состава кислорода и углерода в зубной эмали позволил реконструировать географию детства первого соленого человека. Он вырос в том же регионе, где и погиб. Изотопный анализ также показал, что в рационе мужчины преобладали злаки, пшеница и ячмень с умеренным содержанием животного белка. Этот рацион типичен для сельского работника или ремесленника сасанидской эпохи среднего достатка. Не бедняка, но и не человека из привилегированных слоев. Золотая серьга была исследована методом рентгенофлуоресцентного анализа. Состав золота соответствует месторождениям северо-западного Ирана. Частота золота серьги составляет около 80%. Качество типичное для ювелирных изделий сасанидского периода, производившихся в провинции. Железный нож был исследован металлографически. Структура металла соответствует кузнечной технике сасанидской эпохи с многократной проковкой для повышения прочности. Рукоятка ножа не сохранилась, но следы на металле в области хвостовика указывают, что она была деревянной и крепилась с помощью кожаного бинтования. Анализ кожи сапога показал, что она выделана методом растительного дубления, традиционной техникой, при которой применяются таниновые вещества из коры дуба или сумаха. Эта технология дубления применялась в Иране непрерывно на протяжении тысячелетий и по сей день используется в традиционных кожевенных мастерских. Текстильный анализ шерстяного носка выявил ворсистую пряжу из иранской овцы,
окрашенную натуральным красителем, предположительно мареной. Техника вязки носка является предшественницей нынешнего петельного шитья, так называемого накальбафи, традиционного иранского способа изготовления носков. Ворсистое волокно носка сохранило свою структуру настолько хорошо, что специалисты смогли идентифицировать породу овцы по характеристикам шерстяных волокон. Палеопаразитологический анализ образцов кишечника первого соленого человека обнаружил яйца нескольких видов кишечных паразитов. Среди паразитов был идентифицирован трикурис трикиура, власоглав, широко распространенный кишечный паразит, передающийся через загрязненную воду или почву. Наличие кишечных паразитов не было чем-то исключительным для того времени. Большинство населения сасанидского Ирана страдало от тех или иных форм паразитарных инфекций. Заражение паразитами снижало работоспособность, вызывало анемию и общее истощение, обстоятельства, которые значительно усложняли тяжелый труд в шахте. Судебно-медицинская реконструкция лица первого соленого человека была выполнена на основе черепа и сохранившихся мягких тканей. Реконструированное лицо показало мужчину с широкими скулами, выраженными надбровными дугами, темными глазами и характерными чертами, типичными для населения северо-западного Ирана. Реконструкция позволила оживить человека, погибшего 1500 лет назад, и дала нам возможность посмотреть ему в глаза. Исследования первого соленого человека продолжались более 10 лет после его обнаружения. Каждый новый метод анализа давал дополнительную информацию. К изучению находки были привлечены ученые из Германии, Австрии, Великобритании и Ирана. Международная группа специалистов из разных областей. В 2004 году иранские археологи приступили к систематическим раскопкам рудника Чехрабад. Стало ясно, что рудник может хранить еще больше находок. В том же году была обнаружена вторая мумифицированная фигура в иной части рудника и в иных условиях залегания. Второй соленый человек оказался значительно моложе первого. Возраст на момент гибели составлял от 15 до 17 лет. Это открытие стало важным свидетельством того, что в соляных рудниках Ирана в древности работали и дети, и подростки. Использование детского труда на рудниках было повсеместной практикой в доиндустриальных обществах. Дети помещались в узкие тоннели, недоступные для взрослых. Радиоуглеродное датирование второго соленого человека показало иной возраст находки, более ранний, чем у первого. Второй соленый человек также сохранил фрагменты одежды, остатки шерстяной ткани грубой выделки, предположительно туника. Шерстяная ткань туники была более грубой по качеству, чем носок первого соленого человека, что может указывать на более низкий социальный статус. Анализ костей второго соленого человека показал, что подросток уже имел заметный физический износ скелета, соответствующий тяжелому труду. Зубы второго соленого человека сохранились хорошо и показали кариес, признак диеты с высоким содержанием углеводов, то есть злаков. Металлических украшений у второго соленого человека найдено не было, в отличие от первого с его золотой серьгой и золотым браслетом. Причина гибели второго соленого человека, по заключению судебно-медицинских экспертов, также связана с обвалом в шахте. Факт, что два шахтера разных эпох погибли одинаково, под обрушившимся потолком рудника, свидетельствует о системной опасности этого вида труда. Рудник Чехрабад уже во второй раз предъявлял науке свидетельство того, что гора забирала жизни шахтеров и не позволяла их извлечь. Генетический анализ второго соленого человека подтвердил его принадлежность к тому же генетическому пулу Иранского Нагорья, что и первый. Несмотря на то, что оба погибших принадлежали к одному региону, они не являлись кровными родственниками по прямой линии. Открытие второго соленого человека превратило Чехрабад из места единичной находки в уникальный археологический памятник. Иранские власти приняли решение продолжить систематические раскопки рудника под руководством иранских и международных ученых. С этого момента рудник Чехрабад перестал быть просто промышленным предприятием. Он стал одновременно действующим рудником и объектом археологических исследований. Это создавало уникальную сложность. Добычу соли нельзя было полностью остановить, но нельзя было и проводить ее без учета возможных новых находок. В 2005 году в ходе расширения горных выработок шахтеры обнаружили третьего соленого человека на большей глубине, чем предыдущие. Третий соленый человек оказался самым древним из всех обнаруженных к тому времени. Радиоуглеродный анализ датировал его гибель периодом Ахеменидской империи.
Это означает, что рудник Чехрабад активно разрабатывался еще во времена великих персидских царей Кира, Камбиза, Дария и Ксеркса. В эпоху ахеменидов соль была государственным ресурсом, добыча которого контролировалась и облагалась налогом центральной администрации. Третий соленый человек сохранился в ином состоянии, чем первые двое. Часть тела была сильнее деформирована обвалом, однако волосы и кожа также уцелели. Волосы третьего соленого человека были темными, почти черными, без признаков седины, что соответствовало возрасту на момент гибели около 20-25 лет. Анализ зубов третьего соленого человека показал хорошее состояние зубной эмали с минимальным числом кариозных полостей. При третьем соленом человеке также были найдены инструменты – бронзовая кирка и остатки кожаного мешка для переноски соли. Бронзовая кирка была характерным инструментом горнодобытчиков ахеменидской эпохи. Железо еще не полностью вытеснило бронзу в производстве орудий труда. Кожаный мешок для соли был сшит из нескольких кусков кожи с прошивкой сухожильной нитью и снабжен кожаными ремнями для переноски на плечах. Подобные кожаные мешки изображены на рельефах Персеполя. Носильщики с мешками на спинах среди делегаций, приносящих дары персидскому царю. В 2005 году рядом с третьим соленым человеком были обнаружены следы костра, угли и зола, предположительно от осветительного огня в шахте. Анализ угля показал, что в качестве топлива использовалась древесина нескольких пород деревьев, произраставших в горах Загрос. Это косвенно свидетельствует о том, что в ахеменидскую эпоху горные леса Загроса были значительно более плотными, чем сегодня. В 2008 году была найдена 4-я мумия рудника. К этому времени Чехрабад уже привлекал внимание ученых со всего мира. 4-й соленый человек дал ученым уникальную возможность сравнить тела из разных исторических эпох, захороненных в одном и том же руднике. Состояние 4-го соленого человека оказалось хуже предыдущих. Большая часть мягких тканей была разрушена горным давлением. Тем не менее, сохранились фрагменты одежды и кожаные предметы, а также несколько ногтей и прядей волос. Анализ волос 4-го соленого человека методом масс-спектрометрии выявил следы тяжелых металлов, свинца и мышьяка. Содержание тяжелых металлов в волосах отражает хроническое воздействие этих веществ в последние месяцы жизни, вероятно, через воду или рабочую пыль в руднике. Свинец в рудниках того времени мог происходить из рудных жил, проходивших через соляные пласты, или из свинцовых инструментов и осветительных ламп. В 2010 году были обнаружены 5-й и 6-й соленые люди, практически одновременно, в смежных выработках. 5-й и 6-й соленые люди датируются разными историческими периодами, что подтверждает, рудник Чехрабад эксплуатировался непрерывно в течение более чем 2000 лет. 6-й соленый человек – самый молодой по возрасту на момент гибели из всех 6. По заключению антропологов, ему было около 16 лет. Сохранность 6-го соленого человека превосходит сохранность большинства остальных. Лицо, руки и значительная часть туловища дошли до нас в хорошем состоянии. Тем самым к 2010 году ученые располагали 6 мумифицированными телами из одного рудника, охватывающими период не менее 2300 лет. Это беспрецедентная научная удача. Одно место дало 6 тел из разных эпох, позволив отследить изменения в технологиях, одежде, питании и здоровье населения. Кто были эти люди? 6 соленых людей позволяют нам составить приблизительный портрет профессионального сообщества рудокопов Чехрабада. Самому младшему из 6 было около 15 лет, самому старшему – предположительно 40 или чуть больше. Это диапазон рабочего возраста шахтера того времени. Судя по сохранившейся одежде и украшениям, шахтеры различались по достатку. Первый соленый человек с золотыми украшениями занимал более высокое положение, чем безымянный подросток без украшений. В соляном руднике, вероятно, существовала иерархия, опытные мастера, контролировавшие добычу, и младший персонал, выполнявший физически тяжелую работу. Соль в древнем мире была настолько ценным ресурсом, что слово «salary» – жалование на английском языке – происходит от латинского «sal» – соль. Римские солдаты частично получали жалование солью – салариум, что говорит о ее огромной стоимости в доиндустриальную эпоху. В Иране соль также была стратегическим ресурсом. Государство контролировало крупнейшие месторождения и взимало пошлины с торговли солью.
Шахтеры Чехрабада, вероятно, работали по системе сменного труда. Бригады сменяли друг друга, чтобы обеспечить непрерывную добычу. Рабочий день в шахте ограничивался не временем суток, а запасом масла в лампах и физическими возможностями шахтеров. Температура внутри рудника была постоянной, около 14 градусов. Прохладно, но терпимо для человека при физической нагрузке. Снаружи, на поверхности, летние температуры в регионе превышают 35 градусов. Жара делала подземную работу почти предпочтительной в летние месяцы. Зимой же наоборот. Снаружи могли бушевать морозы, а в шахте температура оставалась неизменной, что создавало своеобразный природный термостат. Шахтеры почти наверняка жили неподалеку от рудника. Ежедневный подъем на значительную высоту был физически затруднителен, если и не жить рядом. Вблизи рудника Чехрабад в ходе поверхностных разведок были найдены фрагменты керамики, указывающие на существование постоянного поселения в Ахименидскую и Сасанидскую эпохи. Семьи шахтеров, по всей вероятности, занимались также земледелием и скотоводством, обеспечивая хозяйственное разнообразие, необходимое для выживания. Сохранившийся в желудке первого соленого человека лук был, вероятно, выращен именно в таком огороде, в нескольких шагах от входа в рудник. Горная добыча требовала координации и специфических знаний. Шахтеры передавали профессиональный опыт из поколения в поколение. Умение читать состояние горной породы, определять устойчивость свода, оценивать риск обвала было вопросом жизни и смерти. Но никакой опыт не мог полностью защитить от внезапного обрушения. Соляные купола нестабильны по своей природе и склонны к неожиданным сдвигам. 6 тел в руднике Чехрабад – это 6 случаев, когда природная нестабильность горы победила человеческий опыт и осторожность. Труд шахтера в доиндустриальную эпоху был одним из самых опасных. Смертность среди горнодобытчиков значительно превышала смертность среди земледельцев. При этом соль была настолько ценным продуктом, что люди продолжали рисковать жизнью ради ее добычи на протяжении тысячелетий. Экономическая логика была неумолима. Без соли нельзя было сохранить мясо, рыбу, кожу. Соль была условием выживания общества. 6 соленых людей – безымянные работники, которые отдали жизнь за один из самых обыкновенных и одновременно самых необходимых продуктов человечества. Первый соленый человек был доставлен в Национальный музей Ирана в Тегеране и помещен в специальную витрину с климат-контролем. Условия хранения требуют постоянного поддержания. Температура около 15 градусов, влажность не более 30%, отсутствие прямого освещения. Это непростая задача для музея в Тегеране, где летние температуры снаружи превышают 40 градусов и влажность воздуха значительно выше. Специалисты по консервации периодически проводят визуальный осмотр мумий и микроскопические анализы образцов, чтобы отслеживать возможную деградацию тканей. За прошедшие после извлечения годы соленые люди все же подверглись некоторой деградации. Кожа потемнела и стала более хрупкой, чем при первоначальном осмотре. Музейные консерваторы разработали специальный протокол консервации, включающий инъекции укрепляющих составов в наиболее хрупкие участки. Первый соленый человек является одним из наиболее посещаемых экспонатов Национального музея Ирана. Ежегодно его видят сотни тысяч посетителей. Реакция посетителей неизменно одна и та же – изумление и задумчивость перед лицом человека, жившего 1500 лет назад, но выглядящего почти как живой. Не все 6 соленых людей выставлены в Тегеране. Часть находится в провинциальных музеях провинции Зенджан. Зенджанский музей сделал соленых людей центральным экспонатом, который ежегодно привлекает тысячи туристов в провинцию. Сам рудник Чехрабад сегодня открыт для организованных экскурсий. Туристы могут посетить часть выработок и увидеть место, где были найдены мумии. Вопрос о долгосрочной сохранности соленых людей остается открытым. Ни один музей в мире не имеет столетнего опыта хранения солевых мумий. Ученые разрабатывают новые методы консервации на основе синтетических полимеров, которые могут упрочить хрупкие ткани без изменения их состава. Параллельно ведется полное цифровое документирование всех 6 соленых людей. Трехмерные сканы позволят сохранить информацию даже в случае деградации оригиналов. Трехмерные модели уже используются для создания точных реплик соленых людей, размещенных в образовательных учреждениях.
6 соленых людей из рудника Чехрабад изменили наше понимание истории горнодобывающего дела в Иране. Прежде считалось, что промышленные масштабы добычи появились позже. Находки документируют непрерывность горной добычи на одном месте в течение более 2000 лет. Факт исключительный в мировой истории горного дела. Одежда и инструменты соленых людей заполняют существенный пробел в нашем знании о материальной культуре рядовых иранцев эпохи ахеменидов и сасанидов. Большинство артефактов того времени происходят из царских дворцов и храмов. Соленые люди впервые показали нам, как выглядел рядовой работник. Генетические данные 6 соленых людей стали ценным вкладом в изучение истории населения Иранского Нагорья на протяжении 2500 лет. Анализ паразитов выявил виды, от которых сегодня страдают люди в том же регионе. Непрерывность биологической истории паразитарных заболеваний. Исследование соленых людей дало импульс к новым археологическим разведкам в других соляных рудниках Ирана в поисках аналогичных находок. В нескольких других рудниках провинции Зенджан были найдены единичные предметы одежды и инструментов, которые могут указывать на наличие дополнительных мумий. Рудник Чехрабад продолжает работать и сегодня. Каждый день современные шахтеры проходят по тем же тоннелям, где когда-то погибли их далекие предшественники. Современные технологии безопасности, мониторинг состояния пород, металлические крепи, системы вентиляции сделали работу значительно менее опасной. Но соляной купол по-прежнему нестабилен по своей природе, и горняки помнят о 6 людях, которых гора не отпустила. Рудник Чехрабад стал символом. Здесь пересекаются добычи одного из древнейших ресурсов и одно из самых поразительных открытий в истории иранской археологии. 6 безымянных мужчин, шахтеры, подростки, рабочие стали благодаря случайности природы одними из наиболее изученных людей своего времени. Мы знаем, что ел первый соленый человек в последний день своей жизни. Мы знаем, какими паразитами он был заражен. Мы знаем, в каком регионе он вырос. Но мы не знаем его имени, не знаем, была ли у него семья, не знаем, кто оплакивал его гибель под завалом. Возможно, кто-то ждал его возвращения домой в тот вечер и не дождался. Гора забрала его имя. Но соль сохранила его лицо, его руки, его последнюю трапезу и вернула их нам через 1500 лет. Соленые люди напоминают нам о том, что история – это не только цари и полководцы, это также люди, которые добывали соль в темноте под горой. 6 людей, погибших на работе. 6 случайно сохраненных природой свидетелей прошлого. 6 напоминаний о том, что каждая жизнь оставляет след, если есть соль, чтобы его сохранить. Рудник Чехрабад продолжает хранить свои тайны. Раскопки еще не завершены, и никто не знает, сколько еще соленых людей ждет под горой. Волосы первого соленого человека прошли независимую экспертизу в 3 лабораториях – иранской, немецкой и британской. Все 3 дали идентичные результаты датировки. Немецкие ученые из Института Макса Планка провели палеогеномный анализ, секвенирование древней ДНК и опубликовали результаты в рецензируемых научных журналах. Публикации о соленых людях вышли в ведущих международных изданиях, включая журналы по археологии, антропологии и медицинской генетике. Рудник Чехрабад стал первым промышленным объектом Ирана, получившим статус объекта культурного наследия одновременно с продолжением производственной деятельности. Для иранской провинции Зенджан соленые люди стали источником культурной идентичности. Их изображения появились на региональных туристических материалах. Ежегодно в провинции Зенджан проводится научная конференция, посвященная исследованиям рудника Чехрабад и результатам изучения соленых людей. Иранские школьники регулярно посещают музейные экспозиции с солеными людьми в рамках учебных программ по истории и культурному наследию. Для детей из провинции Зенджан соленые люди – это недалекая история. Это их предки, погибшие в горах, которые они видят из окна каждый день.